Идеальная химия на экране часто скрывает дикую ненависть за кадром. Мы собрали 5 хитовых дорам, где главные звезды наотрез отказывались общаться вне съемок, сохраняя ледяное молчание всюду. Первое. Время, 2018 год. Дорама «Время» вошла в историю южнокорейского телевидения как проект с одним из самых жутких и разрушительных закадровых скандалов. На экране Ким Джон Хён и Сахён, участница легендарной поп-группы Girls' Generation, должны были показать зрителям глубокую, трагичную и невероятно эмоциональную связь. Но то, что происходило после команды «Снято», напоминало настоящий психологический триллер. Ким Джон Хён не просто отказывался разговаривать со своей партнершей по площадке, он избегал ее на физическом уровне. Атмосфера была настолько токсичной, что после каждой сцены, где актерам приходилось хоть как-то соприкасаться друг с другом, Ким демонстративно отворачивался и с отвращением вытирал руки влажными салфетками. Сахён, не понимая причин такой жестокости, регулярно плакала в гримерке, чувствуя себя униженной. Лишь спустя 3 года вся Азия узнала шокирующую правду. Оказалось, что Ким Джон Хён не испытывал личной неприязни к певице, он был марионеткой в руках своей тогдашней девушки, популярной актрисы Саеджи. Она манипулировала им, патологически ревновала и строжайше запретила любые, даже профессиональные, контакты с женским полом. Под ее жестким давлением Ким превратил съемочный процесс в настоящий производственный ад для всей команды. Режиссеру даже пришлось переписывать сценарий, убирая из него всю романтику и прикосновения, а сам актер в итоге покинул проект до его завершения, сославшись на проблемы со здоровьем. Этот случай навсегда изменил правила индустрии. Второе. «Сад падающих звезд», 2001 год. Тайваньский хит «Сад падающих звезд» стал настоящим феноменом, запустившим моду на экранизации манги «Цветочки после ягодок». Невероятная химия между дерзким, избалованным наследником империи Да Минцы и бедной, но гордой девушкой Шань Цай мгновенно покорила сердце миллионов зрителей по всей Азии. Фанаты были уверены, что Джерри Ян и Барби Сюй влюблены друг в друга и в реальной жизни. Но выяснилось, что за кадром исполнители главных ролей буквально на дух не переносили друг друга. Джерри Ян на момент съемок был абсолютно новичком в индустрии. Он часто ошибался в репликах, срывался на окружающих из-за стресса и вел себя крайне непрофессионально. Барби Сюй, обладавшая большим опытом и строгим подходом к работе, считала его невыносимым эгоистом и откровенным дилетантом, который тормозит весь процесс. Взаимное раздражение росло в геометрической прогрессии, и очень скоро конфликт достиг точки невозврата. Вне дублей актеры полностью прекратили любое общение. Они отказывались стоять рядом в перерывах и передавали реплики друг другу исключительно через режиссера или ассистентов. Много лет спустя Барби Сюй призналась в откровенном интервью, что в те месяцы она искренне и горячо ненавидела своего партнера. Лишь феноменальная актерская выдержка и железобетонный профессионализм заставили ее доиграть эту пылкую любовь до победного финала. Их закадровое противостояние до сих пор остается легендарным в мире азиатских дорам. Третье. «Сыр в мышеловке», 2016 год. Дорама «Сыр в мышеловке» начиналась как один из самых многообещающих и стильных проектов года, но в итоге превратилась в главный синоним жестоких закадровых интриг. На экране пара Пак Хэджина и Ким Гоэн выглядела невероятно органично, создавая сложную, слегка пугающую, но притягательную романтическую ауру. Однако за выключенной камерой атмосфера становилась все более мрачной и токсичной с каждым отснятым эпизодом. Главная проблема заключалась в тотальном непонимании между режиссером Ли Юн Джон и Пак Хэджином. Конфликт обострился настолько, что во второй половине сериала главного героя начали методично и безжалостно вырезать из сценария, отдавая его экранное время второстепенным персонажам. Это беспрецедентное решение раскололо съемочную площадку надвое. Актерский состав разделился на враждующие лагеря, а напряжение достигло такого абсурдного уровня, что общение между исполнителями главных ролей вне камер свелось к редким, сухим кивкам. Больше не было ни совместных чтений сценария, ни дружеских шуток в перерывах, ни традиционных посиделок после тяжелого рабочего дня. Ким Гоэн, пытаясь сохранить нейтралитет, оказалась зажата между двух огней, что только усилило стену отчуждения. В
В последние недели съемок на площадке царила лишь гнетущая, свинцовая тишина. Каждый участник процесса мечтал только об одном – поскорее отработать условия своего контракта, развернуться и навсегда забыть об этом проекте, как о страшном сне. Скандал навсегда испортил репутацию дорамы. 4. «Моя девушка, кумиха», 2010 год. В случае с этой культовой романтической комедией причина ледяного молчания за кадром крылась вовсе не во взаимной ненависти или закулисных интригах. Наоборот, главным врагом актеров стала их собственная катастрофическая, парализующая неловкость. Ли Сын-ги и Шин Мина блестяще справились со своей задачей. Они создали на экране один из самых милых, забавных и трогательных дуэтов в истории корейского телевидения. Их персонажи постоянно дурачились, обнимались и попадали в нелепые ситуации, излучая мощнейшую взаимную симпатию. Однако в реальности обе суперзвезды оказались настолько стеснительными интровертами, что за кадром между ними на протяжении нескольких месяцев висела абсолютная, звенящая тишина. Съемочная группа была в шоке. Как только режиссер кричал «снято», актеры расходились по разным углам площадки и утыкались в свои сценарии. За первую половину съемочного процесса они даже не удосужились обменяться номерами телефонов и практически ни разу не заговорили друг с другом на отвлеченные, не связанные с работой темы. Если им нужно было обсудить совместную сцену, они делали это максимально официально и сухо. Лишь ближе к финалу, когда дорама уже вышла в эфир и стала безоговорочным суперхитом, лед между ними немного тронулся. Они наконец-то начали неловко улыбаться друг другу в перерывах. Но создатели сериала до сих пор с добродушной иронией вспоминают эти бесконечные, тихие часы между дублями, полными экранной страсти и искрометного юмора. 5. «Возвращение», 2018 год. Детективный триллер «Возвращение» уверенно бил все мыслимые рекорды зрительских рейтингов, приковывая к экранам миллионы фанатов. Но пока зрители наслаждались напряженным сюжетом, за плотно закрытыми дверями съемочного павильона разразилась настоящая, полномасштабная война на уничтожение. Исполнительница главной роли, непререкаемая звезда первой величины Ка Хён Джон, вступила в жесточайший, непримиримый конфликт с главным режиссером проекта и всей производственной командой. Разногласия касались трактовки ее персонажа и общего рабочего графика. Обстановка накалилась до такой катастрофической степени, что актриса полностью закрылась в себе. В знак протеста она объявила коллегам тотальный бойкот и наотрез отказывалась коммуницировать с партнерами по кадру вне команды «Мотор». Остальные актеры оказались в ужасающем положении заложников этой ледяной войны. На площадке повис страх, люди боялись сказать лишнее слово или даже громко вздохнуть, чтобы не спровоцировать новый взрыв агрессии. Тишина за кадром была оглушающей и пугающей. Апогеем этого безумия стал день, когда Ка Хён Джон после очередной ссоры с руководством с громким скандалом покинула проект прямо посреди трансляции сериала. Это был беспрецедентный шок для всей индустрии. Продюсерам пришлось спешно передавать ее роль другой актрисе, Пак Чин Хи. Этот случай вошел в историю как пример того, как яростное закадровое молчание и нежелание идти на диалог могут буквально разрушить великий хит.